У меня вот такой вопрос, на который я для себя не нашел ответа. Мгм. Из чего складывается стоимость некоторых картин, да? Вот, ну, не будем брать «Черный квадрат» Малевича, который там на Сотбис в каталоге стоит Мгм. 20 миллионов долларов. Но существует такое замечательное произведение, которое было впервые выставлено в 1917 году. И потом на каком-то комитете там или, в общем, собрании 100 ведущих искусствоведов было признано это произведение, значит, лучшим произведением искусства XX века. Я говорю о «Фонтане» Дюшана. М. А, Значит, недавно, мне не совсем понятно, как вообще это происходило, но одна из 17 копий, хотя копии, я так понимаю, эти миллионы, да, Мгм. в любом магазине сантехники, одна из копий была продана за $2 миллиона. Вот. Один из авторских повторов, может быть? Может быть, там не очень четко было в статье Мгм. написано. Вот, каково ваше мнение обо всем этом? Тут много что... Тут же долгий такой, конечно, разговор, как... если мы берем стоимость именно на каких-то художников, да, то, конечно, это аукционные продажи. Вот. Причем аукционные продажи мирового уровня. То есть аукционные продажи на крупнейших аукционах Америки, Англии, Франции, Европы, да. Вот. И, по сути, сами коллекционеры, они своими стремлениями и своими покупками формируют эту цену и формируют рынок. То есть когда-то, там, например, не знаю, Пикассо, он стоил одних денег, да, потом его, кто-то за него подрался раз, подрался два, да, и вот он стал стоить столько. В принципе, все зависит от, так сказать, редкости и значимости художника в своем времени и в своем стиле и направлении. Если мы вернемся как бы к нашим, так сказать, баранам, да, то в наших реалиях, вот если взять русскую живопись здесь, помимо вот этого, так сказать, продажного рейтинга художника, да, цена на предмет, она формируется еще из нескольких аспектов. Один из них это в первую очередь качество. То есть, несмотря на то мастеровитость какого-либо автора, вещь может быть некачественная. Это может быть этюд. Это может быть незаконченная вещь. Это может быть там подготовительная или просто, не знаю, сделанная в том периоде, когда автор уже, например, часто в возрасте люди теряют зрение или когда они заболевают, кровина рука плохо работала в конце жизни. То есть уже как бы там качество где-то может теряться. Дальше это такой аспект, как период жизни у художника. То есть есть расцвет творчества, есть ученические как бы работы, да, когда художник еще даже, может быть, моментами на себя не похож. Там, например, тот же самый Вязовский, он учился у западных мастеров, и у него там, ученические работы, они такие, скажем так, очень похожи на западные картины, на европейскую живопись. Потом он уже обрел свой собственный стиль, свои собственные приемы. И там, условно, середина 19 века это расцвет его творчества. «Девятый вал», вот эти закаты, море. Потом к концу жизни уже там тоже он уже старенький был, он уже писал, так сказать, больше, как говорят иногда, в стол. То есть вот пишешь и откладываешь там наследие, уже для продажи, для чтобы себя содержать. Это тоже такой немаловажный фактор. А дальше уже идут какие-то, наверное, физические факторы, то есть сохранность, там размер, сюжет, то есть что изображено. Например, художники, они же не всегда как бы задумывались о том, что кто-то потом через 100 лет будет продавать их картины. Поэтому они, например, у Клевера, например, есть известная
такая, он много раз повторял ее. Везде в экспертизах ее называют как старинные ворота, но по сути это как бы кладбище, вот, и ворота на кладбище. И тут как бы вот какая бы ни была бы, какое бы ни замечательное кладбище, как бы красиво оно не было написано, но цена на него, соответственно, будет уже совершенно другая, нежели, например, на какой-нибудь его классический «Красный закат в лесу». Ну, условно так это. Так же, как и Айвазовский, он может, например, картины могут быть одного размера, как бы одного автора, да, вроде как вот все это, но по качеству и по мастерству исполнения и по сюжету быть совершенно разными. Так что вот примерно из этого, наверное, состояние само собой, потому что если у картины много утрат, вот, не хватает не хватает авторского слоя где-то. То есть бывает так, что картины доходят до нас в таком плачевном состоянии. Конечно, все это реставрируется, все можно отреставрировать, но нетронутость и, так сказать, первозданность, сохранность очень сильно ценится. То есть когда вещь на своем подрамнике, на своих гвоздиках, не дублированная, там, не знаю, не рваная, там, вот это очень важно. Это добавляет ей стоимость. Ну и, конечно, еще самое важное – это провинанс. Так, может, чтобы немножечко пояснить слушателям, провинанс – это история экспонирования. Даже не всегда экспонирование, а вообще вся история ее бытования. То есть, например, есть история владения. Вот. К сожалению, в нашей стране это очень трудно отследить и очень редко попадается, потому что у нас был вот этот 70-летний разрыв, провал, когда, собственно, частной собственности не существовало, и не было... Весь художественный оборот был, по сути, подковерный, нелегальный, и поэтому не было никаких документов, да. На Западе, например, да, там все... То есть там даже нет... практически отсутствует институт экспертизы для определения подлинности, потому что в основном все вещи, особенно более-менее значительные каких-то известных авторов, это все фиксировалось. То есть можно спокойно поднять, грубо говоря, там сейчас там интернет, а раньше библиотечные папки, да, и там какие-то архивы, или даже просто от семьи взять, чтобы можно было, все понятно, вот она была написана там в конце 19 века, в 90-м году. Купил, заказал ее потом он продал ее другому. Этот поставил на аукционе она ушла, и потом ее приобрел И вот целая цепочка людей. Это такой, так сказать, владельческий, скажем, провинанс. Вот. А в нашем случае, в случае русской живописи, и в том числе для ценообразования, больше важен, как вы правильно сказали, такой выставочный и публикационный провинанс. То есть в каких выставках вещь участвовала, где она отражена, где она записана, может быть, она даже где-то репродуцирована. Если есть репродукция, то это вообще замечательно. Вот, коллекционеры и все это очень любят, потому что когда открываешь журнал «Нива» за какой-нибудь год, и там репродуцирована эта вещь. Она могла не выставляться. То есть это не обязательно, что она была на выставке. Ее могли просто репродуцировать для журнала. Вот, и, это тоже. Выставка, само собой, выставочная история, это вообще очень здорово, очень всегда ценится. Всевозможные дарственные надписи, какие-то посвящения, кому было подарено, то есть, а если это еще из какое-то собрание какого-то известного человека, например, государственного деятеля или военачальника какого-то крупного, известного, да, то это, естественно, сразу... Иногда нам попадались вещи даже из собрания, из царской семьи. Вот. И даже была вещь, вот у нас на выставке Саврасова была вещь из Третьяковской галереи. То есть она когда-то давно, в начале, в конце 19 века была у Третьякова галерея. Там история умалчивает, кроме того, что она отображена в записях и с этикеткой сзади, и там даже старая рама, по-моему, есть своя шильдик, что вот там Третьяков, галерея Третьякова и так далее. Вот, и
Видимо, он просто в какой-то момент что-то, как-то отчуждил и, произвел отчуждение Наверное, да, от произвел себя. отчуждение, Да, что-то да. он сидел, не знаю, но вот она дошла до нас как вещь, которая побывала в коллекции Павла Третьякова.